Видеокамера должна была запечатлеть обычную жизнь в горах Олимпик на северо-западе США. То, что она зафиксировала, повергло в шок сначала команду экологов, а вскоре и весь мир. Джейсон Кларк, эколог из Сиэтла, просматривал обычные записи с фотоловушек, установленных в самых отдаленных участках национального парка. В его импровизированном офисе на окраине Порт-Анджелеса пахло кофе и сосновой смолой. Стены были увешаны топографическими картами. Последние 3 месяца он вместе с маленькой исследовательской группой документировал жизнь диких животных в наименее изученных уголках заповедника. Еще один день, еще один час просмотра, как белки собирают орехи, пробормотал Джейсон, протирая усталые глаза. За окном моросил мелкий дождь. Он был один в офисе. Все остальные члены команды разъехались на выходные. Сабрина уехала на научную конференцию, Пол взял отгул, а Ребекка боролась с простудой дома. Его мнение об этой работе менялось почти каждый день. С одной стороны, эта позиция эколога-полевика давала ему возможность работать в одном из самых красивых мест страны. С другой, часами просматривать похожие кадры с медведями и оленями становилось очень утомительно. Когда он согласился присоединиться к проекту, Джейсон надеялся обнаружить что-то необычное, может быть, редкий вид, считавшийся исчезнувшим. Но через 3 месяца работы он все еще не снял ничего интереснее, чем семейство койотов, охотящихся на кроликов. По крайней мере, так было до 7:42 утра этого дождливого вторника. Видео на экране показывало узкую тропинку между древними кедрами и елями. Камера была установлена на стволе дерева примерно в 1,5 метрах от земли. Густой утренний туман смешивался с моросящим дождем. Эта камера была установлена в особенно удаленном секторе. До ближайшей туристической тропы было не меньше 15 километров, а до автомобильной дороги — все 30. Внезапно в левой части кадра появилась фигура. Джейсон едва не упал со стула, мгновенно выпрямившись и придвинувшись ближе к монитору. Это была женщина. Она появилась из-за деревьев, едва различимая сквозь дождь и туман. На ней было что-то темное, облегающее, возможно, спортивный костюм, все забрызганное грязью и покрытое пятнами. Ее волосы, длинные и спутанные, прилипли к голове и плечам. Она двигалась странно, медленно, с опущенной головой, будто в полусне или в состоянии крайнего истощения. На ногах у нее были остатки того, что когда-то, вероятно, было походными ботинками. Сердце Джейсона бешено колотилось. В горле пересохло. Он отлично знал эту местность. Там не было официальных троп для туристов, никаких кемпингов или укрытий. Каждый, кто оказывался там, должен был иметь с собой серьезное снаряжение. Эта женщина выглядела так, будто она провела в лесу не один день и не один месяц. «Что, черт возьми, она там делает?» — пробормотал Джейсон, наклоняясь еще ближе к экрану. Женщина медленно прошла через кадр, в какой-то момент подняв голову, словно услышав что-то вдали. На мгновение ее лицо оказалось обращено к камере, изможденное, осунувшееся, с запавшими глазами и выступающими скулами. На щеке виднелась длинная царапина, покрытая запекшейся кровью.
А затем она двинулась дальше и растворилась среди деревьев. Джейсон перемотал запись и просмотрел еще раз. Третий просмотр дал ему новую информацию. На запястье женщины был какой-то браслет или ремешок от часов. Это был не мираж, не игра света и тени. Это был реальный человек, каким-то образом оказавшийся в одном из самых отдаленных участков национального парка. Джейсон попытался рассуждать логически. Возможно, она была туристкой, которая заблудилась. Но никаких сообщений о пропавших туристах в последнее время не поступало. К тому же ее состояние указывало на гораздо более длительное пребывание в дикой природе. Он больше не мог держать это в себе. Джейсон сохранил видеофайл, сделал несколько скриншотов и немедленно отправил все это своей руководительнице, доктору Сабрине Ямада. Он также позвонил в службу рейнджеров парка и сообщил о находке. «Координаты точные?» — переспросил дежурный рейнджер, голос которого выдавал скептицизм. «Вы понимаете, что говорите о зоне, находящейся в 30 километрах от ближайшей дороги?» «Я прекрасно это понимаю», — ответил Джейсон, чувствуя раздражение. «Именно поэтому я и звоню. Эта женщина нуждается в помощи. И срочно». Через несколько часов видео попало к федеральным властям, а через пару дней, благодаря неизбежной утечке в социальных сетях, ролик разлетелся по всему интернету. Специалисты из ФБР, криминалисты, эксперты по поиску пропавших без вести и просто любопытные зрители разбирали каждый кадр в поисках подсказок. Выжившая из Олимпика, женщина, которая исчезла, тайна лесной отшельницы, заголовки множились в геометрической прогрессии. Эксперты выдвигали рациональные теории, в то время как в социальных сетях расцветали самые фантастические объяснения. Официальные лица парка и криминалисты подтвердили, видео абсолютно подлинное. То, что заснял Джейсон, было реальностью. В лесу действительно бродила женщина в состоянии, близком к сильному истощению. Власти отнеслись к ситуации серьезно. Были подняты архивы нераскрытых дел о пропавших без вести в регионе за последние несколько лет. Список оказался длиннее, чем кто-либо мог предположить. Туристы, пропавшие во время походов, местные жители, бесследно исчезнувшие во время прогулок, даже несколько случаев исчезновения детей. На третий день после публикации видео, когда поисковые операции были в самом разгаре, в игру вступил Майкл Эванс. Джейсон как раз был на совещании с рейнджерами, когда в комнату буквально ворвался мужчина лет 35, с усталым, осунувшимся лицом и недельной щетиной. В руках он сжимал распечатку скриншота с видео. «Где она?» Его голос дрожал от волнения. «Это моя жена, Ханна. Ханна Эванс. Она пропала 3 года назад. Где вы ее нашли?» В комнате воцарилась тишина, а затем начался хаос. Майкл Эванс предоставил фотографии своей пропавшей жены, и сходство с женщиной на видео было поразительным, несмотря на истощение и изменения во внешности. На фото была молодая женщина с темными волосами и яркими голубыми глазами, улыбающаяся в объектив. Полная противоположность той измученной фигуре, которую запечатлела камера. «Мы были в походе. Плановый маршрут на выходные», — объяснял Майкл дрожащим голосом. Остановились на смотровой площадке Харрикейн-Ридж.
Я отошел за дровами для костра, а когда вернулся, Ханны не было. Только ее рюкзак у края обзорной площадки. Мы искали неделями. Собаки, вертолеты, добровольцы — ничего. Все решили, что она упала с обрыва или заблудилась и погибла. Дело закрыли через полгода. Но я знал. Я всегда знал, что она жива. Харрикейн-Ридж находился примерно в 30 километрах от места, где была запечатлена женщина. Невероятное расстояние для человека без снаряжения, но не невозможное, особенно за 3 года. Вопрос был в другом. Как она выживала все это время? И почему не пыталась выйти к цивилизации? Количество поисковых групп и ресурсов удвоили. Теперь уже не просто призрачная фигура с видео, а Ханна Эванс — живой человек с историей и мужем, который не переставал ее искать, стала центром внимания всей страны. Джейсон не мог выбросить образ женщины из головы. Теперь, когда он знал ее имя и видел ее фотографии, когда слышал истории от ее мужа, она стала для него человеком, которого нужно спасти любой ценой. Он взял отпуск за свой счет и присоединился к официальным поисковым группам. Но методы, которые они использовали, казались ему неэффективными. Слишком много шума, слишком широкий охват территории. Если Ханна прожила в лесу 3 года, она, скорее всего, научилась избегать людей. На 7-й день поисков Джейсон решил действовать самостоятельно. Вооружившись топографическими картами и снаряжением для выживания, он отправился к месту, где была установлена камера, запечатлевшая Ханну. Оттуда он планировал идти по направлению, в котором она двигалась. На 2-й день поисков, продираясь сквозь почти непроходимую чащу мокрого подлеска, он заметил нечто странное. Папоротники и кустарники были слегка примяты, образуя почти незаметную тропу. На одном из листьев виднелось темное пятно. Джейсон потрогал его пальцем. Засохшая кровь. Сердце забилось чаще. Это был первый реальный след. Следуя за неявными следами, он пробирался сквозь густые заросли ежевики, то и дело спотыкаясь о скрытые под опавшей листвой корни и камни. Джейсон уже начал сомневаться, действительно ли здесь кто-то проходил, или он просто принимает желаемое за действительное, когда внезапно лес расступился. Он оказался на краю небольшой поляны, окруженной высокими деревьями. В центре поляны стояла старая хижина, вероятно, принадлежавшая когда-то лесорубам или охотникам. О ее существовании не было отметок ни на одной современной карте. Крыша частично обвалилась, стены покрылись мхом или шайником. Но возле двери была поленница аккуратно сложенных сухих веток, а из трубы шел тонкий дымок. Джейсон осторожно приблизился, стараясь не шуметь. Его рука зависла над дверной ручкой. Сделав глубокий вдох, он тихонько постучал. Тишина. Затем какое-то движение внутри, едва слышный скрип половиц. «Ханна?» — мягко позвал он. «Ханна Эванс? Я не причиню вам вреда. Я пришел помочь». Снова тишина. Затем дверь медленно, со скрипом, приоткрылась. Внутри пахло дымом.
сыростью и чем-то еще, смесью земли, пота и диких трав. Солнечный свет проникал через трещины в стенах и дырявой крыше, освещая скудную обстановку, очаг из камней в центре, самодельный стол из старых досок, несколько банок и шкурки мелких животных, служившие постелью. И там, прижавшись к дальней стене, стояла она. Ханна Эванс выглядела существом из другого мира. Ее когда-то стройное тело стало невероятно худым. Кожа загорелой и огрубевшей от постоянного пребывания на открытом воздухе. Глаза, которые на фотографии Майкла были ярко-голубыми, сейчас казались выцветшими, настороженными. Руки и ноги покрывали шрамы и ссадины, следы 3 лет борьбы за выживание. На ней была самодельная одежда из разных кусков ткани, дополненная шкурами животных. На шее висел кулон. Единственная вещь, которая, казалось, осталась неизменной с ее прежней жизни. «Ханна», — осторожно повторил Джейсон, оставаясь у двери, чтобы не напугать ее. «Меня зовут Джейсон Кларк. Я эколог. Работаю в национальном парке. Мы увидели вас на записи с камеры. Все ищут вас». Она не ответила, но ее взгляд стал более осмысленным. В нем промелькнуло что-то узнавание, понимание. «Ваш муж, Майкл, он здесь, в парке. Он никогда не переставал искать вас», — тихо сказал Джейсон. «Вы в безопасности. Мы можем помочь вам». При упоминании имени мужа Ханна вздрогнула. Ее глаза расширились. Она открыла рот, но вместо слов вырвался лишь хриплый звук. Она прочистила горло и попробовала снова. Ее голос был едва слышен. «Майкл. Жив?» «Да, жив», — мягко ответил он. И он ни на день не прекращал поиски. Медленно, чтобы не напугать ее, он достал из рюкзака бутылку воды и протянул ей. После секундного колебания Ханна шагнула вперед и взяла бутылку, делая маленькие осторожные глотки. Джейсон осторожно достал спутниковый телефон и сообщил координаты спасателям. Вертолет вылетел немедленно. Пока они ждали спасателей, Джейсон попытался разговорить ее. Постепенно, несколькими короткими фразами, Ханна начала рассказывать обрывки своей истории. Они с Майклом были на смотровой площадке. Она отошла немного вниз по тропе, чтобы сделать несколько снимков, и соскользнула по крутому склону. Падение было долгим. Она потеряла сознание. Когда очнулась, уже стемнело. Она была дезориентирована, с сотрясением мозга и, вероятно, другими травмами. Она пыталась выбраться, но только уходила все глубже в лес. Я звала на помощь, ее голос стал тише. Но никто не пришел. Потом начался дождь. Такой сильный. Я не могла найти дорогу обратно. Первые недели, по ее словам, были самыми тяжелыми. Холод, голод, страх. Она строила примитивные укрытия, пыталась разводить огонь, ела ягоды и растения, которые помнила из туристических справочников. Потом я нашла эту хижину. Она обвела взглядом ветхие стены. Здесь были старые инструменты, охотничьи ловушки. Я научилась охотиться на мелких животных, собирать дикие растения. Она замолчала, как будто пытаясь собраться с мыслями.
Я потеряла счет дням, различая только смену времен года. Я забыла слова. Забыла, как разговаривать. Иногда я думала, что это сон, что моя прежняя жизнь — сон, что я всегда была здесь. Ее рассказ прервал звук приближающегося вертолета. С помощью Джейсона и медика из спасательной команды она смогла сесть в вертолет. Когда они поднялись в воздух, Ханна смотрела вниз, на уменьшающуюся хижину и бескрайний лес вокруг нее. Место, которое было ее домом и тюрьмой в течение 3 долгих лет. Слеза скатилась по ее щеке, но выражение лица было не печальным, а скорее умиротворенным. Как будто она, наконец, закрывала одну главу своей жизни и открывала другую. Новость о спасении Ханны Эванс, женщины из леса Олимпик, как ее уже окрестили в СМИ, облетела мир со скоростью лесного пожара. Ханна воссоединилась с Майклом в больнице Порт-Анджелеса, где врачи сразу занялись ее лечением. Физически она была истощена, с признаками недоедания, многочисленными шрамами и старыми травмами, которые неправильно срослись из-за отсутствия медицинской помощи. Но настоящая загадка заключалась в том, почему она никогда не пыталась выйти к цивилизации. На протяжении 3 лет Ханна могла попытаться найти дорогу обратно, выйти к туристическим тропам или хотя бы сделать какой-то знак для поисковых групп, которые регулярно прочесывали парк в первый год после ее исчезновения. Однако она не сделала ничего из этого. В моменты ясности, когда врачи и психологи задавали ей этот вопрос, Ханна лишь качала головой и говорила: «Я не знаю. Лес стал моим домом. Я как будто забыла, что есть другой мир». Психиатры диагностировали у нее сложную форму посттравматического стрессового расстройства и диссоциативную амнезию. Но даже они признавали, что в ее истории остаются необъяснимые пробелы. Тайна женщины из леса так и осталась неразгаданной, несмотря на сотни интервью, медицинских тестов и исследований. Иногда, как заметил Джейсон, некоторые загадки природы лучше оставить нераскрытыми.